Всех приветствую, дорогие друзья, случайные зрители, гости моего канала. В очередной раз у нас будет сегодня рубрика такая. Будем, Снимать отзыв, реакцию Оскара. То есть, мы посмотрим такую образовательную тему. Ну, у меня высветилась рекомендация. Ну, вот. Я решил уделить этому время и посмотреть этот видос. Ну, вместе с вами, соответственно. Вот, поэтому присаживайтесь поудобнее. Погнали. Ну что, здорово, пацаны. Мы сидим, здесь винчестер лежит, ты завалишь людей, мы уходим в криминал. Почему ты считаешь, что с друзьями... Айден, как ты взял кредит на цветной телевизор? Хотелось, потому что у всех было, у меня не было. Казах без понтов. Вот, Беспонтовый нас казах. это и подводит. 1% в день щелкал. Я всегда говорю 1% в день, это нормально. Единственный, наверное, путь к бессмертию — это дети. Давай хотя бы одному ребенку установим. Одному ребенку дадим другую траекторию жизни. Жизнь спасем. Айдын Рахимбаев, казахстанский предприниматель и филантроп. Люблю, короче, казаков, просто у них вот подача, посыл, вот этот менталитет мне нравится. Вот фильмы люблю казахские, кто не смотрел, кстати, можете посмотреть. Вот хороший фильм казахский, потом сказ про розового зайца. Там и с юмором есть, там, такой прикольный. Вот, поэтому, мы продолжаем эту тему. Я не мог мимо пройти, когда говорят про казахов, и тем более тут с нуля до космического успеха, как стать богатым. Деньги, бизнес, семья. Айдын Рахимбаев. Смотрим. Возглавляет строительную компанию BI Group, входит в пятерку самых влиятельных предпринимателей страны. Личное состояние более $500 миллиарда. Таких людей, как у Айдына, если более $500 миллиарда, почему не посмотреть? У таких людей, я думаю, есть чему поучиться. Все просто нужно смотреть и делать. М, Как вот, как говорится, если не можешь сам придумать, просто возьми и сделай то же самое, что сделали другие. Ребят, я достаточно много беру интервью у известных российских предпринимателей, бизнесменов, участников списка Forbes. И вот теперь я решил расширить географию. Сегодня мы находимся в одной из стран бывшего Советского Союза. И мы приехали в гости в Алма-Ату к Айдыну Рахимбаеву. Добрый Айдын. день. Да. Добрый Добрый день. Я когда готовился к интервью, много собирал информации и увидел невероятное, просто феноменальное сходство наше. Поэтому я предлагаю прям пойти по вот этим вот элементам био, да, где у меня сходство Согласен, обнаружилось, Игорь. да, и позадаю эти вопросы. Поехали? Да, конечно, поехали. Я помню прекрасно свой первый заработок. Да. Это было 1300 рублей. Напомню, тогда инженер получал 100 рублей, 120 рублей в Такой месяц. заоблачный Да, заработок. и за лето, кстати, я работал в Северном Казахстане, мы делали коровники. Вау. Да. Круто. Я привез за 2 месяца 1300 рублей. Круто. Ты помнишь свой первый заработок? Да, конечно, я помню. У меня не получилось поступить, и у меня также получилось, что в строительную бригаду попал. 16-летний пацан, да, строительная бригада. Там романтики никакой, я вам скажу. Я получал по 300, по 400, то есть официально получал через ведомость около 100 с лишним рублей, как правильно, да. И плюс еще заработок мы делали, работали, перекрывали крыши с ребятами, то есть это называлось колым, да, колымить. Да, совершенно верно. Ой, как давно это было. И я собрал на книжку тоже приличную сумму. На эту сумму можно купить или 2 мотоцикла, можно купить, еще что-то можно купить, я помню, да. Вот. Но у меня была цель заработать денег и поехать в город. Я постоянно слышу эти истории, что предпринимательская жилка проявлялась где-то еще в детстве. Конечно. И вот эта история... Ребята, если у кого-то тоже там жилка проявлялась, тоже напишите в комментариях, у кого какие жилки, чего как. Первый мой заработок был это в 15 лет. 15 или 16 лет мне было. Я покупал симки, и в интернете делали, продавал их, там, по курсу, по выгодному, 2-3 раза больше мне оставалось получить, купить новую партию симок себе, на карман оставалось еще, на шмотки тоже. Поэтому я так вот делал первые бабки.
Очень интересная твоя, значит, там, когда ты получал стипендию как староста Да. и прокручивал ее. Расскажи подробнее, что это за... Да, это были времена, конечно, интересные, но, в принципе, и времена, наверное, возможностей. Я староста группу, я договариваюсь на 3 дня вперед получать, вы знаете, там, в течение недели получать все стипендию, просто каждый поток по отдельности. Я договариваюсь на 3 дня вперед получить стипендию. Ребятам говорю, ребята, все будет нормально, не переживайте, лечу быстро в Ташкент, на самолет тогда копейки стоит, все советская система, покупаем несколько коробок чаю, индийского чая, тогда это был дефицит на севере, в Целинограде, привозим, практически за 2 дня распродаем, и своим студентам все равно выдаю стипендию на сутки раньше, чем другие получают, ну, то есть наш поток, потому что мы его получали. И институтская кассиру я 2 килограмма чая. Вау, вот это да! Как так? 2 килограмма Взятка или Не-не-не, это подарок? было просто подарок, спасибо. Первую компанию, как я понимаю, ты основал со своим однокурсником. Да. Старое выражение «рука руку моет, 2 руки лицо умывает». Как бы всегда не помажешь, не поедет. Это всегда было такое. Всегда нужно мазать, всегда нужно благодарить. Всегда нужно быть благодарным, чтобы, если что-то у тебя получается, и чтобы получится, всегда нужно уделить внимание людям, потому что люди это тоже как бы такие ребята, которые любят всегда внимание. Вообще, в принципе, как бы любой человек любит внимание, как бы, что не забывает, как бы. Это нужно, ребят. Да, первый... Расскажи об этом. Да. На самом деле у нас в общежитии так костяк сформировался. И, конечно, друзья, ребята, с которыми хотелось что-то делать. Начиналось это чуть раньше, чем стипендия. Начиналось это с разгрузки вагонов. Потому что никто из наших ребят не хотел просить денег у родителей. Нам 17 лет, 18 лет денег у родителей просить, ну, как-то не по-пацански, да. Пошли, ночью разгружали вагоны, потом... стипендию пару раз обернули, потом опять заработали на вагонах, и в общей сложности там, я как примерно помню, $500 по тем деньгам, это старая машинка стоила $600-700, да, там, условно говоря. Ну, можно было купить машинку, ребята и покупали, там, ездили машинку. Мы машину не взяли и решили сделать что-то большее. То есть ребятами собрались, опять же, студенческая информация, у нас в Кызылорде рис дешевле. А давай попробуем, давай. Купили 6 тонн муки, насколько денег хватило. Поехали на 1000 с лишним километров, 1200 километров до Кызылорды с Целинограда. Муку продали, купили рис. И обратно поехали, привезли в Целиноград, продали рис. Опа! Получилось. Опа. Практически за 2 месяца мы поняли всю систему. Заключаем контракт. Наш золотой контракт. Всегда хотелось работать по контракту. Системно всегда тяга была система. 360 тонн муки на 300 тонн риса. С государственным предприятием хлебопродукт. Кызылорда хлебопродукт. И это наша была золотой билет в будущее бизнеса. Мы договор подписываем, выходим, а мой друг говорит: слушай, у нас 20 тонн всего лишь. Мы за 4 рейса накрутили на 20 тонн, от 6 до 20 тонн. И все они наши. 6 тонн было половина наши, половина заемные были. Я говорю, ничего страшного. Ну как мы договор вот подписали? Он же сказал, если что, там директор сказал, ребята, не подведите, если что, я вас найду. Я говорю, ничего, да, он так и сказал, слава, перекрою вам везде. И мы за 3 месяца натаскали это все, сделали. И вот мы стоим счастливый тот момент. Наш склад, который мы арендовали, у нас там 120 тонн нашего чистого риса. Навара. Все, то есть мы со всеми рассчитались. За 3 месяца. Красавчик. Мы безмерно счастливы, студенты. И мы начинаем считать, сколько же это будет в машинах. Так. Или это будет 6 шестерок, или 4 девятки, или, ну, то есть для пацанов, естественно, что еще считать, правильно, в чем считать? Так, Попугая. Да, совершенно верно. Эти 100 с лишним тонн, 2 вагона чистого нашего навара, мы не стали переводить в машины, в квартиры, не-не-не.
И мы едем в Кызылорду, второй контракт подписываем. 1500 тонн на 1200 Вау. тонн. Вау! И вот на конце вот этого излета, когда вот мы должны были уже сказочно богаты, приходит 97-98 год, который папах. Многие считают, что с друзьями бизнес делать нельзя, Это очень интересная тема, которая всегда всех волнует. сложно, это разрушает дружбу и так далее. Как я знаю, ты, наоборот, высказываешься часто достаточно, что с друзьями надо делать бизнес, укреплять партнерские отношения и так далее. Вот давай, тема такая, Да. достаточно сложная. Ведь бизнес, напряжение, партнерство – это другое, нежели дружба. Скажи, почему ты считаешь, что с друзьями нужно делать партнерство? Вообще бизнес, наверное, больше не про деньги, как мы говорим, больше про отношения. Бизнес — это отношения. Это есть доверие, есть бизнес. Нет доверия, нет бизнеса. Нас тоже было чуть больше ребят. Нас было, когда мы начинали, 8 человек. 8 ребят, которые вот мы вместе жили, дружили. Вот. И по течение нескольких лет вот потихонечку ребята выбывали. Когда тяжело пришло, когда нас шарахнуло, ну, там, пару ребят говорят, ну, мы, наверное, выйдем. Мы говорим, подожди, ну, у нас там долги есть. Ну, долги окей, но все равно хорошо, ну, что ты предлагаешь? Ну, вот я хочу вот машину забрать. Ну, хорошо, ну, у нас как коммуна, да, все общее. И там процент, не процент, это так особо-то и не было, ни прописанных, ничего. Я говорю, хорошо, забирай машину. Вот парень забрал эту машину, вот с этой машиной и остался. Все. Это было, это надо пройти через это все. Я считаю, самое главное, не ругаться, это бизнес. Кризисы. О, Да. Об одном, кстати, уже ты сказал сейчас, Да. когда там теряли деньги, кто-то Да. выходил. Расскажи это все, я ушел, что такое? Где? готовности населения, когда население Который тикает уже 20%, да, 7% в день, это сейчас кажется сумасшествием. Штрафовать за неосвоение 2097, а 2007 мы уже научили. 2008. 2008, говорю о них с уважением. Ребята сказали, говорят, ну, мы все понимаем, ну, хорошо, приезжай, поговорим. И к большой чести, вот, знаете, это я тогда рассказывал, ребята, они, знаете, как выглядели как купцы, там, бороды, все. Я говорю, вот купеческая служба, будем говорить, предшествовали большому успеху, который позже сейчас остался. Все, это было, это надо пройти через это все. Я считаю, самое главное, не ругаться, это бизнес. Да. Об одном, кстати, уже ты сказал сейчас, Да. когда там теряли деньги, кто-то Да. выходил. Расскажи один или два самых ярких, самых жестких кризиса, которые перевернули все, где-то изменился или где-то что-то случилось. Вот. Потому что часто люди говорят, кризис — это плохо. Предприниматели знают, что все благодаря кризисам. Все Совершенно изменения. верно. И я скажу так, оба кризиса, которые мы прошли, 98 и 2008, они оба сделали, будем говорить, предшествовали большому успеху, который позже сейчас, да. 7-й, 8-й история такая интересная. Мы отправляем 1500 тонн ячменя в Барнаул нашим ребятам, нашим партнерам. У нас контракт. Мы ребят видели всего лишь 2 раза. И уже разгрузилось, все окей, контракты, все. Контракт, естественно, в российских рублях. Штампики стоят. И мы ждем сейчас, вау, сейчас крутая сделка, мы сейчас получаем к себе сахар. Получаем деньги, и потом там закупка и так далее. И черный четверг, или как, я уже не помню, 98 год, в 4 раза все проваливается, в 4 раза. То есть, смотри, рубль обвалился относительно тенге. Да. Вот, получилось, Да, 2 раза. Да. И поэтому у тебя, Чуть больше, чем в 2 раза. да, Да, у тебя получилась курсовая разница, да? Да, сумасшедшая разница, все. И так в рублях-то Казахстан-то меньше пострадал в тот момент, а российский рубль в 4 раза обесценился. Казахстанский там вроде в 2, что-то с половиной, что-то было. Ну и мы, в общем, получали российским рублем
которые мы уже не могли конвертировать и не могли рассчитаться, да, здесь. Понятно. Но те ребята, я до сих пор говорю о них с уважением, ребята сказали, говорят, ну, мы все понимаем, ну, хорошо, приезжай, поговорим. И к большой чести, вот, знаете, это я тогда рассказывал, ребята, они, знаете, как выглядели как купцы, там, бороды, все. Я говорю, вот купеческое слово сработало, это вот просто нам повезло страшно. Мы отправили товар тем ребятам, которые держат свое слово. И потихонечку все, что друшилось, мы откатали ее обратно. То есть возили, сделали в 3 раза больше рейсов, в 3 раза больше всего. И потихонечку восстановили. Вот это научило, что работать, если что мы не работали, лучше работать с правильными людьми. Хорошо, второй кризис, Это 2008. Согласен. 2008 это перекредитование. И когда 97-8 год, Слушай, вообще не пойму. Ты как будто... Ты 97. что, меня подслушиваешь, что ли? Нет. Все один в один. Не-не-не. Я видел всего лишь несколько выступлений, но такую доскональную биографию не читал. 7-8 год мы еще не научились с банками работать. 2007 мы уже научились. Мы думали, что мы научились. Да. Круто, супер, здорово. У нас 2 лидирующих банка. Казкоммерцбанк, БТА банк. Казком открывает нам лимит на 100 миллионов, БТА через 2 недели. А что, нам тоже давай на 100 миллионов долларов? Окей, хорошо. У нас оборот 120 миллионов тогда было долларов. Казком открывает на 250, БТА говорит, возьмите у нас 250, вы что? Хорошо. Следующий этап. Казком открывает позицию 500 миллионов долларов. БТА открывает, приезжает друг, товарищ и говорит, ну а что, мы же с тобой разве плохо работаем? Почему у нас 250? Ума хватило эти деньги не взять. Мы взяли 150 миллионов долларов. Ну, 130 миллионов долларов взяли, да. Опять же, дешевые деньги, длинные деньги. Когда нас начали штрафовать. Вот когда говорят, там, длинные деньги, как бы это плохого понятия для бизнеса. Как бы, ну, быстрые бабки, они всегда хорошо. За неосвоение я здесь задумался, думаю, ребята, подождите. И прилетело. Знаете, у нас на Дакаре говорят, когда ты идешь и красиво идешь, гонишь вовсю и чувствуешь, что все, ты крутой, ты герой, и ты несешься, и ты там сзади у тебя остались твои соперники назад, жми на тормоз. Понятно. Жми на тормоз. Мы не нажали на тормоз, нас как несло, так и по полной занесло в это дело. 2008 год мы встретили долг и беда 54. 54. То есть нам нужно... И банки пришли... Банки вы что сделали? Банки, все, что у тебя было... А потом говорят, знаете, у нас, говорят, там нам нужно, чтобы все, что мы вам дали за 150 миллионов долларов, да, нам нужно, чтобы нам отписали за, там, условно, за 2 миллиона долларов. Да и вообще расписывайтесь и все. И дом твой в залоге же, и Бентли твой в залоге. Я говорю, ты черт побери, ребята, ну давайте хоть как-то договариваться. Сори, на другие подписали, ты тоже подпиши. На тот момент мы, я не знаю... Я 2-й раз посидел, я 1-й раз посидел в 97-8 году, когда мы должны были эти деньги, которые там обесценивались, и братки приезжали, вывозили за город, вывозили за город со стволами, все как положено. 1% в день щелкал, 1% в день, это сейчас кажется сумасшествием. Нет, это был нормальный процент, говорит, мы же по-нормальному с тобой разговариваем, процент, не 2% в день. Чего 1? 1%, мы же по-нормальному с тобой разговариваем. Ребят, я всегда говорю 1% в день, это нормально. Мы же, говорит, по-нормальному разговариваем. А вот когда ты должен столько денег, сначала За месяц это получается 30%. 150, потом они превращаются в 200, 200 превращается в 220, и никакого просвета, вся мировая система рухнула, да? Ездишь на машине, которая тебе не принадлежит. Живешь в доме, который тебе тоже не принадлежит, он тоже отписан банку. Уже все, ничего. И чтобы отработать этот долг, который тикает уже 20%, да, и против него уже активов-то не стоит, за что бороться?
И ты должен еще и работать все 4 года для того, чтобы работать до. Ну, то есть ты в рабстве. Все. Я вот, попав в такую же ситуацию, как ты сейчас описал, вот один в один, да, когда банки пришли такие, говорят, ну все, давайте. Мы тут посчитали, долг и беда, Да. ковенанта сработала. Я говорю, эй, подожди, да, тоже в одностороннем порядке. Я говорю, понятно. После того, как мы выползли из этой ситуации, я сказал, никогда больше не буду работать с банками и с кредитами. Вот теперь Почему я, ты топишь? Почему теперь ты я топишь? скажу, теперь я скажу. Да. Я точно не за кредиты, именно не за кредиты. Тем более кредиты и новые дела нельзя начинать с кредитов. Нельзя. Вот сколько у тебя есть денег, на это работай. У меня часто, вот, практически каждые 2 недели прилетает сообщение. Айднага, вы столько добра делаете. Столько денег у вас. Вот поддержите нас, молодых, меня, молодого. Я такой красавчик, я такой, вот все, я хочу пойти также сделать бизнес. Дайте мне стартовый капитал 100 тысяч долларов. Для вас-то вообще это 100 тысяч, вообще ничего. Я говорю, ребята, мой стартовый капитал был 500 долларов. Есть 500 долларов? Пожалуйста, заработайте 2000 долларов, заработайте. И тогда эти совсем другие вкусы деньги. И вы будете точно бояться их потерять. Полетит 10 тысяч долларов, которые ты заработал, полетит. Если не полетит, ты хоть миллион ставь, она не полетит. Давай теперь про потребительское кредитование. Да. Когда вот сейчас я хожу по Алмате, вижу везде реклама каких-то ставок, Есть каких-то такое. кредитов. Я же понимаю, к чему это приводит. К закредитованности населения, когда население берет на расширение потребления кредит. Это же вообще Ну вот, если так сказать, Первый раз слышу, но это действительно так. То есть как ты про потребительское вот это вот кредитование, и про то, что банки делают с населением? Они же просто превращают их в рабов. В том числе. Конечно, кредит можно взять в короткую. Да, я брал кредит на, честно признаюсь, на цветной телевизор. Но... Вау. Как ты взял кредит на цветной телевизор? Хотелось, потому что у всех было, у меня не было. Так У скажи. всех было, у меня не было. Так скажи теперь. Так нельзя этого делать. Нельзя этого делать. Это все от финансовой безграмотности. Только что я привел пример. 98 год, 2008 год. Мы залетели из-за безграмотности. Как бы мы ни говорили, какие бы мы великими там не были бы, да, но подписывать документы, брать деньги под будущую прибыль, которой нет, под будущую зарплату, которой еще нету, я считаю, это делать нельзя, как минимум в 80% случаев. 20% случаев, наверное, можно. Там, где прокатит. Ну, там, где прокатит, где не Ну, не будет знаю, где нагрузки. Не будет нагрузки, большой нагрузки. Где не будет большой нагрузки. Знаете, у нас была свадьба как раз в разгар с супругой, как раз в разгар кризиса нашего, моего кризиса, когда вот свалилось, и мы свадьбу сыграли совсем, там, знаете, там, скрытно, чтобы никто не знал, да, и нам подарили стиральную машину. Мы всегда старались жить по средствам, и тогда жили по средствам. Машину долг не брать, кредиты не брать и так далее, и так далее. Есть на БУ машине, не значит, надо ездить на БУ, не надо новую машину брать только за того, что на тебя скажут. Не-не-не. Подожди. Да. Казах без понтов. Вот, Беспонтовый нас казах. это и подводит. Хорошо, Так вот, про эту индезит. Поставили мы ее, значит, установили. Я ее сам устанавливал, денег нет, никого устанавливал. И вот мы первую партию закладываем с супругой. Мы не знали, как он работает. Положили белье и смотрим. Включили. Горшочек вари. Горшочек говорит. Я постараюсь закончить. Смотрим. О, работает. Ой, не работает. О, работает, смотри, крутит. Не работает. Блин, наверное, напряжения нет в сети. Мы просидели полночи. Мы же не знали, что машина загружается для того, чтобы 8 часов она... Ну, там сколько, 2 часа поработала, там она вваливает, да, и потом выливает саму воду, и все. Мы этого не знали. Мы решили, что-то не работает в этой машине. Вытащили, все помыли, закрыли. Она простояла как тумбочка год с лишним.
Весь этот год супруга мой врач, Мгм. дипломированный, стирает, всю семью обстирывает. Когда у нас деньги появились, пригласили мастера. Он говорит, ребята, ну все работает, только вот здесь сложнее. Вот она и живая история. Ребята, нельзя брать потребительский кредит только под красивую жизнь. Любая потребительский кредит, я считаю, это в том числе погоня за красивой жизнью. Финальный такой вопрос про кризисы. Да? Вот Да. смотри, ты уже начал говорить, там, братки, 90-е, Да, угрозы, стволы. да. Сейчас же уже Да. прошел срок там, этой давности, можно уже там рассказывать, как Да. один хрен никто не поверит. Да. Расскажи какие-то яркие впечатления, просто вот для истории оставим след. Ну, давайте, хорошо. История Благовещенска, Дальний Восток. Мы деньги так и не получили. Получили 4 вагона сельди вместо денег. Сельдь пока ехала до Бардаула, там 2 недели железной дорогой, там неделю ехала, она разморозилась. Сельдь пришла полукормовая, то есть сертификаты одни, то есть она должна быть какого-то размера для того, чтобы продаваться. Да, она оказалась меньше. Ну и, понятно, долги где-то растут, где-то уменьшаются, долг растет, и разборки начинаются. И вот на самом высоком таком тоне разговора между собой, кто что, как, кто кого уважает, не уважает, да. Говорит, давайте так, будем разговаривать, приезжайте к нам. Мы говорим, нет, вы к нам приезжаете. Ну, Павлодар, Целиноград. Хорошо, давайте посередке в Экибастузе. А с той стороны для них была эта стрелка, для нас нет. Мы не знали об этой ситуации. Друг говорит, пока отъехали, туда встретились, он говорит, слушай, точно они приехали мочить? Разговора увидишь, не будет. Я говорю, нет, в любом случае мы поговорим, будет разговор. Да, что, все нормальные люди, мы поговорим. Он говорит, ну ладно, хорошо, давай, пошли. Заходим, стволы, все это есть, там, здесь. И уже все, чувствуется уже такой накал, что все, сейчас будут мочить. Сейчас будут А дальше стрелять. уже, ну это обычная практика. Сначала присануть, а дальше уже видно будет, чтобы неповадно. Друг говорит, нам надо поговорить. Выходит, он говорит, слушай, ты же видишь, все сейчас нас замочит. Нас замочит. Я говорю, какое предложение? Он говорит, делаем так, я тебе киваю, ты наклоняешься, я эти 2 торпед убираю. Я говорю, слушай, ты завалишь людей. Да нет, я их постараюсь не завалить, но других... И мы в окно уходим. Я понимаю, если сейчас и случится это, мы уходим в криминал. Уходим в криминал. Бизнес тот, о котором я мечтал, белый, мы старались одевать галстуки, выглядеть правильно, правильный, легальный бизнес, именно бизнес, да, а не разводки, не стрелки и так далее. То, о чем мы мечтали и о чем мы читали в журналах. Такое. Это все. Это, значит, все ушли в бега, это, значит, следствие, это макруха, не макруха. Кто его знает, что из этого будет. Там с той стороны уже ребята говорят, выходите, окей, мы выходим. Вот она ситуация. Я понимаю, что все, жизнь, черт побери, бизнесмена, который мечтал, она уйдет уже в прошлое, и очередная там заварушка, менты и так далее. И в какой-то момент открывается дверь, там заглядывает, я узнаю совершенно лицо, давным-давно его видел, кто-то, что-то. Говорю, о, привет, как дела? Та-та-та-та. Че, эти стоят, типа, стоп. Иди отсюда. Он говорит, подожди, как это же наш офис, как это, иди отсюда. Да. И нам чудом удается вот это чуть-чуть напряг снять, чуть-чуть. Пользуясь случаем, он говорит, да, сейчас, еще 1 минутку. Потихонечку, в сторонку. Потом говорим так, в другом месте, разговор не получился. Мы уходим с этой ситуации, но это было какое-то чудо. Вот тот момент, когда ты определяешь, кем ты будешь на будущее, кто на какой стороне, да, и поэтому, когда мы видим сейчас фильмы, там бывает детский сад, да, но вот для нас это было как раз пора закаления, да. Сколько у тебя было таких моментов напряженных? 5-6 именно таких, когда уже надо было браться за ружье. Когда заезды залетные приезжали и говорили, что, где, говорю, да, там в офисе барыги сидят. В галстуках. В галстуках. Да. Типа. Давайте их грузаните. Да, это вот стандартная ситуация. Мы сидим,
Здесь винчестер лежит всегда, вот мой офисный стол, всегда винчестер и снизу кнопка. Это обычная практика, совершенно обычная. Хорошо, двое заходят, значит, в таких кожанках. Все, ну, понятно, значит, внутри что-то есть. Один садится. Ну, что, здорово, пацаны? Здорово. Другой в дверях стоит вот так. Вот, это просто, знаете, было ни разу. И вы думаете, как в кино. да, это вообще, знаете, вот это. Кино-то пишут именно с таких сцен. Ну, да. Вот ты сейчас рассказываешь, Машины, у меня как всплывает все. Машины всегда, BMW, сзади, бумер смотрим, мы слезами обливаемся, сзади всегда кэш, багажник, 3 человека, 4 машины в машине и поехали гонцы. Все, давай, Давайте. 90-е оставляем, как бы, Действительно, потому что это нахлынывает меня Да. тоже. Хорошо, бизнес сейчас. Да. Значит, смотри, во-первых, я так понимаю, что ты сейчас девелопмент, Да. стройка, Да. очень много вот Да. такого бизнеса, да? Во-первых, первая часть, пожалуйста, ответь. Ты же вот мука, сахар, Да. совхозы, да, говоришь, а потом вдруг раз стройка, девелопмент и так далее. Вот этот переход как случился. И второй момент. Сейчас у тебя очень большая доля госзаказов. Это вот такая тема, значит, работать с госзаказами, с таким объемом. Значит, почему ты там оказался? Первую часть. Нам повезло. Столица переехала в Зеленоград. Нам повезло. То есть столица переехала к тебе? Да, это лотерейный билет. Просто кто-то покупает билет, а кто-то не покупает. И говорит, почему не Слушай, везет? гора пришла к Магомеду, что ли? Это вообще... Именно это нас выручило, что у нас был уже опыт. 95-й, 6-й, 7 93-го года команда сформировалась. Мы работаем на контрактах, на дальних. Мы меняем все, что у нас там было, совхозы, долги, комбайны меняем на краны. КАМАЗы, которые там были, те совхозные, допустим, сельскохозяйственные, меняем на карьерные и так далее. И все, поехали, начинаем, чувствуем, уже пришло время, ну, так, заниматься тем, чему нас учили в институте. Мы занимались девелопментом, только жилье, с госконтракта не лезли совсем, нам это не надо. И сейчас у нас доля прибыли в общем портфеле госзаказов это 15-20%. Не нравится нам работать за госзаказом, не нравится просто. Но, знаете, это вопрос стратегии. Это первое, они позволяют нам при 8-м годе, если повторяется, девелопмент дружится, выживаемость, потому что контракты 3-годичные. И они всегда обеспечены деньгами. Там маржи мало, там не за что бороться. В девелопменте в 3 раза больше маржи на один и тот же вложенный рубль. Но девелопмент может остановиться, а куда девать людей? А второе, зачем мы держим? Потому что в нашей стране до 2015 года на крупных объектах были только иностранные компании. Мы были первой компанией, это, знаете, у казахов есть намыс, гордость, внутренняя гордость. Черт побери, мы строители, а почему мы не можем стадион построить? Ну как? У вас нет опыта строительства стадиона? Вот здесь уже нас за гордость задело. Как в нашей стране мы на вторых ролях? Сейчас мы были первой строительной компанией, казахстанская, чисто сказано, которая построила 5-звездочный отель. Вот представьте, за столько лет, столько отелей, да, но там же требования, там брендбук и так далее, это на соответствие. Типа. Сейчас практика пошла, что современные застройщики, девелоперы, Да. они вдруг поняли и почуяли, что наличие привлекательного образовательного учреждения – это аттрактор. Да, Квартиры дороже стоят. абсолютно. Люди хотят селиться, да? Как у тебя с этим обстоит дело? Мы тоже к этому пришли эволюционно. Да, мы садики начали строить еще давным-давно. Понятно, бизнес такой, он тягостный, долгий. Зачем нам заниматься садиками, когда Ну, ты миллионы так назвал муторный, тягостный, да. радостный. Он Это радостный, как храм но- построить. Не, я к чему клоню? Да. Может, Рыбаков Плейскул Да. будет управлять твоими садиками? Я бы хотел. Я, блядь, настаиваю. Я бы хотел. Why not? Это же здорово же. Вот пригласи, да, Садики. давай посмотрим. Давайте посмотрим. Все, давайте посмотрим. Всё, Мы вообще закрыли. легки на эксперименты. Мы легки на эксперименты и любим учиться. Вот. Школу строим сами. Да. Сейчас мы строим очень много школ в Казахстане сейчас. Начиная вот от моего личного проекта Айханас School, он находится там на озере, там, со всего Казахстана туда дети приезжают. Мы любим это дело.
Мы в Сбербанке впервые взяли кредит по строительству 6 школ. Кредиты можно брать под школы. Все. Вот, Да? вот. Почему? Потому что это дело святое. Школа — это совершенно новая тема. 2 года, 3 года этим болею. Лично, просто болею. Почему? У меня у самого 7 детей. 7 детей, и я понимаю, через себя пропускаю. Как правильно, как неправильно, что делать, как делать. Дети идут в школу, ходили в школу, которую я построил. Сейчас пойдут младшие 4 детей в школу, которую мы построили. То есть планов по школам громадье, даже вот дух захватывает, что мы сейчас будем делать школами. Хорошо, давай. Бизнеса много, видишь, социально преобразующие активности мы уже затронули. Кризисы, бандиты. Видите, очень много тем, уже я к зрителям обращаюсь. А сейчас мы пойдем дальше. Адреналин. Адреналин. Тема, да. Я знаю, что ты вошел в топ-10 гонщиков Дакар. Я вообще с таким удовольствием смотрю эти гонки всегда. Да. Ужас, что там происходит. Ужас. Это просто экстремальнейшие условия. Да. И я понимаю, что это про адреналин. И Да. у каждого предпринимателя есть какая-то, видимо, особая потребность. У меня тоже адреналин получать. Я там яхтингом занимаюсь, кайтингом, виндсерфингом. Нам же не хватает адреналина. Да, вот Бизнес. расскажи Нам о же не хватает в бизнесе, черт побери, Я адреналина. не знаю, вроде хватает. Да? Расскажи про этот свой адреналин, потому что это... Или про что? Что ты там берешь такого? Почему тебя так это манит? Меня спрашивают, что такое Дакар? Я говорю, знаете, на горных лыжах несешься же. Вот забрался на самую вершину и несешься. И спуск 4 минуты, 8, 10 минут такой. На всех поворотах обошел, внизу так. Ничего себе, и смотришь назад, думаешь, вот это я газанул. Дакар каждый день 8 часов. Не 8 минут, 8 часов. Газуешь по полной, потом ты должен поспать. И каждый день ты должен выжить. И возвращаются с этого каравана, допустим, внедорожники. Самый топовый уровень — это внедорожники. 140 участников, возвращается только 40%. Вот вышли, остальные ломаются, покалеченные. Ни один Дакар за 30 лет не прошел без гибели. Официально это не проводят, потому что давно закрыли бы Дакар. То есть они оформляют, вы знаете, пилот только закончил лиазон, он еле шевелится, выходит на машину, поворачивается, ломается, да, гибнет. ДТП. Мы понимаем, что это внутри, находясь. Какой ДТП? Он пилот. Не надо его писать, что ДТП, да. Нет, мы на следующем лиазоне, уходит даже караван, на следующем лиазоне мы минута памяти. И дальше уходим. Как только первый Дакар, я его не дошел. Машину разбил вдребезги, еле живым остался. На следующем Дакаре мой друг, у него машина сгорела, вот просто за 30 секунд сгорела. Машина стоимостью там 500 тысяч евро. За 4 минуты сгорела. Просто, да, на полном ходу они успели выпрыгнуть. Вот это такая интересная штука Дакар. И посчастливилось именно, понятно, это там тренировки усиленные, попасть в 10 лучших пилотов мира. Попали, и на этом закончили. Да. Адин, вот я начал с адреналина. Да. Ты подхватил и сказал челлендж, да. Вызов. И пока ты вот сейчас и говорил, я словил себе на мысли, что у меня же тоже так было. Мы стали чемпионами мира по клубному классу яхт. И я все понял. Для того, чтобы в бизнесе, в жизни и в общественной деятельности мы захватывали самые невероятные челленджи, мы должны каким-то образом себя подготавливать к захвату невероятного невозможного. Да. Поэтому мы ищем такие зоны, Да. там, Дакар, там, чемпионат мира по X41. Мы добиваемся там какого-то уровня, и для нас становится по мышлению допустимо, Да. что мы можем создавать вещи, которые невероятны. И тогда, когда мы возвращаемся в бизнес или в жизнь, одни пасуют перед какими-то там вызовами большого масштаба, а мы говорим, так подожди, мы же
Вон, на Дакаре. Вон что. Так о чем? Мы просто включаем и рассчитываем, Да. что нужно, Чё мы какие здесь ресурсы не для этого сделаем, нужны, да? и все. Мы подходим к этому профессионально и говорим, То есть это- что нужно с точки А до точки Б, что нужно То сделать. есть это тренировка Абсолютно. мышления, которое Абсолютно. захватывает челленджи невероятного масштаба. Абсолютно верно. Я скажу так, мечта, цель, результат. Да. Мечта, цель, результат. Сначала мечта, вау, это было бы круто. Потом после мечты приходит цель. Слушай, наш Подожди. выпуск превратится сейчас в образовательный какой-то. Это же дороже. А после этого уже цель должна превратиться в результат. Результат — это уже все. Тот результат, который тебе себе ставишь как за цель. Хорошо. Значит, ты часто говоришь, что человека, ну, то есть тебя, наверное, имеешь в виду, себя самого, да, делают окружение и книги. Да. С окружением я не просто согласен, это мой бог. Да. Окружение, Да, это да. ну, и поддержка, и актуальные практики, смыслы, Да, ну все да, на самом да. деле. Какое у тебя окружение, такое и ты. Мы, в общем-то, следствие нашего окружения. Да. А вот с книгами я все хочу искать точку, с которой поспорить. Мгм. Да. Хорошо. Книги Давайте пишут поспорим. сегодня кто угодно, там, знаешь, какую-то лажу там могут написать. А мы же не 100%. знаем, кто это написал. Да? И вот, поэтому я, когда имею возможность простраивать свое окружение вот с такими людьми, человеками, как ты, А, спасибо. да, я из этого окружения и черпаю, ну, люди как книги, Да. как лучшие книги, как актуальные. А книги я вот не очень люблю. Редко их читаю. Предпочитаю писать книги. Ты знаешь, я автор и писатель. Да. Почему ты так настаиваешь все-таки про книги? Во-первых, благодаря книгам вообще состоялся как человек. То есть, когда я на самом деле работал в колхоз «Червоный казак», село Казнаковка, работал разнорабочим, единственное отдушина, кроме со всей бригадой. Ну, на то время я скажу, что просто как бы не было там возможности там телефонов там или еще чего-то. Поэтому люди раньше читали. Сейчас на данный момент легко можно это все достать в интернете и прочитать в интернете. Подожди. То есть ты тоже отдушину такую имел? Ну а как же? Тебя делает окружение. Все точно. Мы в бригаде садимся, я посчитываю, сколько за это пилорам леса, сколько нам нужно поставить белой и сколько красной. Ученик, у меня кличка была ученик, посчитай. Посчитал, все, вы нам вот это, и деньгами 1000 или 500 рублей, или 300 рублей. Все хорошо, у меня быстро считалось. Но вот это, понимаете, затягивать. О, завтра 3 бутылки, завтра 4 бутылки. О, круто, еще и закуску договорились. Все хорошо, это пилорама, ребята. Но единственное, моя отдушина, это были книги, которые были в сельской библиотеке. Сельской библиотеки. Я перечитал за этот год половину сельской библиотеки. И, конечно, это, знаете, такое когнитивный диссонанс, да. С соседнего села привезли за 4 бутылки леса. Лес это распилить на доски. Мы должны сами загрузить, выгрузить. Естественно, в галицах фуфайка, кирзовые сапоги. Я захожу все равно в библиотеку, беру Жюль Верна, Валентина Пикуля, еще кого-нибудь. И все-таки читаю про дальние моря. Вот. Это мне помогло выскочить, думать о другом мире, который более светлый, с большими границами. Кроме этой сельской пилорамы есть другой мир. Это раз. После этого, когда в институте учились, тоже книги. Нас вообще отличало то, что мы много читали. В КамАЗе едешь, мы читаем. Водитель едет, мы брали его одного, чтобы не платить, да, и всегда с ним менялись, потому что он идет спать, мы крутим, потом он крутит, а мы сидим, читаем. Он говорит, ты что, пацаны, спите, елки, вам сейчас мы меняемся через 200 километров, а мы договариваемся, да, чтобы меняться, баранку крутить. Нет, мы читаем, смотрим. И умение снимать информацию быстро, она очень помогает в деле. То есть у меня ни один день не прошел без минимум часа чтения. Но я говорю книги, на самом деле. Минимум это он говорит за то, что ежедневно, там хотя бы час нужно какую-то информацию снимать. Вот сейчас что мы и делаем, мы сейчас снимаем эту информацию и быстро ее применяем. То есть неважно, что ты делаешь, что книги читаешь, там, допустим, книги информацию снимаешь, информацию в интернете снимаешь, ты ее снимаешь.
я сейчас ее тоже снимаю. Под книги можно, да, это понятно, брошюры, материалы, статьи. Вот это делает тебя отличающим от других. Назови свои, там, 2-3 книги, которые ты запомнил. Ну, я которые- не буду говорить про Кюнге или Гарсия Маркеса и так далее. Ну, там много замечательных романов. Я скажу Юджина Келли, бывший глава KPMG, 20 тысяч самых лучших юристов его подчинений. Книга называется «В погоне за ускользающим светом». И он с нами близкий по духу человек. Он привык достигать всего, что угодно. Он приводит пример такие невероятные. Говорит, в Австралии, говорит, клиент CEO большого банка никак с нами контракт не подписывал, с нашими конкурентами подписывал. Он что сделал? Он спросил у помощницы график. Он говорит, ну, времени не хватает. С Мельбурна в 7 он должен перелететь, ну, по каким-то делам. Он летит в Мельбурн, договаривается, что рядом их посадят. Представляете, да, просто. И 6-часовой перелет. И они оказываются в первом классе, он садится рядом, они общаются, говорит. И когда он узнает, что он ради этого разговора прилетел 16 часов со Штатов, чтобы вместе с ним перелететь, Оказаться, да. он говорит, мы надежные, говорит. Он подписал контракт. Вот так он свою жизнь провел. Вот так он достиг успехов. Это же про бизнес. 2006 год, и он узнает, что он болеет раком. 53 года, в расцвете сил. За 30 лет он дошел до самого карьеры. Ну, он же бизнесом занимается, черт побери. Крутой чувак. Я, когда читал эту книгу, я плакал в конце. И оттуда у меня пошло идеальные моменты жизни. Фиксируйте идеальные моменты жизни. Фиксируйте. Потому что мы бежим, бизнес, еще что-то. Мы забываем. Мы, говорит, жена, я, оказывается, начал проверять, говорит, мы с женой год назад всего лишь ужинали вместе. Год назад вместе вдвоем ужинали. Больше мы не ужинали вдвоем. Почему? У нас всегда дела. Так, подожди. Вот. Ребят, вы слышите? Срочно посмотрите на ваших родных и близких, вспомните и посмотрите, когда вы прошлый раз с ними провели время, позвоните, договоритесь, поужинайте, отдохните, вместе проведите время. Спасибо, Совершенно ребят. верно. Совершенно. Тем более у меня 7 детей, я еще раз говорю. Да. То есть я посвящаю времени. С тех пор, как я прочитал эту книгу, моя жизнь изменилась. А теперь про твои команды или организацию, когда ты создаешь, формируешь команду. Как ты подбираешь, где ты ищешь? Может быть, как ты испытываешь? Может быть, как-то колдуешь? Как ты подбираешь, когда формируешь команду единомышленников, твоих соратников, менеджеров? Да, это такая большая любимая тема. Это корп-культура, наша организация и так далее. Вообще корп-культура — это все исходит от топов, от владельцев. Если есть корп-культура правильная, то и проходят правильные люди. Ну, я не буду говорить про самые обычные вещи. Уважение, самоуважение, справедливость и так далее. Это все, об этом написано много всего, да. Но это самая главная ролевая модель, как ты сам поступаешь. Если ты рано утром сходишь по стройке в сапогах, если ты в году берешь всего лишь отпуск 2 раза по 7 дней или, допустим, чуть больше, чуть меньше, и если ты работаешь и в субботу, твое окружение такое и будет. Второе — кадры. Все говорят, кадры. Все зависит от того, насколько ты планируешь свой бизнес. Если запланировал на 3 года, купи кого-нибудь. На 2 года. А если запланировал на 20 лет, пожалуйста, будь добр, прими студентов. 25, почти 30% компаний BI из 5000, мы посчитали недавно, пришли, мы их позвали студентами. Те, кто готов ходить в сапогах. Как у них получается диплом, и мы оформляем сразу уже на позицию. Вот эту мы работу проводим, и там, конечно, такие же включенные ребята. Вот эти 2 таких момента. И даем, будем говорить, мы делимся успехом, делимся прибылью, успехом. Мы только в прошлом году раздали более 10, около 20 миллионов долларов только бонусами. Получает 1000 человек, получает бонус, вот что ты сделал, 5, 10, 20, 30 тысяч долларов получает бонус, кроме обычной зарплаты. То есть они чувствуют, что они внутри процесса, и от их успеха что-то происходит. У нас крутая, сумасшедшая команда, но она вся заточена на успех, на челлендж. Супер.
В одном из интервью у тебя видел такую фразу: у руководителя те подчиненные, которых он достоин. Значит, можешь пояснить, что ты имеешь в виду? Потому что обычно говорят, правитель такой, которого народ достоин, царь такой, да, а ты тут про руководителя сказал. На самом деле так, каждый руководитель достоин или заслуживает своих подчиненных. Когда, я не понимаю, когда кто-то ругается, вот, кто-то из руководителей, да, у меня отец вообще не отесан, эти вообще неграмотные, это совсем ни хера не понимает в деле и так далее. Я вообще не понимаю эту ситуацию, отношения. Во-первых, это неуважение, да, и во-вторых, а кто в этом виноват? Кто тебе мешает день через день в обычной столовке вместе с ними чай попить, покушать? Кто тебе мешает вообще? Кто тебе мешает разобраться, какие у них вопросы, какие у них проблемы? Что им мешает преодолевать те решения, которые они не могут принять? В 99% это система виновата, не человек. Если ты такой умный, пожалуйста, воспитай себе этих ребят. Но если ты рассчитываешь свой бизнес на следующие 10-20 лет, у нас так, мы на 20-40 сейчас считаем, то посмотри компания, о которой ты бы мечтал. Это единомышленники, которые думают так же, хотят что-то так же делать. Как-то так. Ладно, перед тем, как, значит, вот, перейти к своей любимой части, Да. я про экономику хочу один только Да. вопрос задать. Вот смотри, как ты думаешь, почему ни одна из стран из бывшего Советского Да. Союза так и не смогла добиться сегодня, ну, таких значимых успехов в экономике? Что мешает? Мне вот понравилось, как Маргарет Тэтчер, да, то есть нету государственных денег, она говорит. Есть деньги налогоплательщиков. Если вот это вот налогоплательщиков и говорит о налогоплательщиках, а налогоплательщик — это бизнес. А бизнес должен быть бизнесом, а не государственным бизнесом. Неважно, 50% государственного бизнеса, 30%. Для сравнения, в развитых государствах 3, 4, 6% государственного бизнеса в общей структуре. Как вы, Игорь, как ты говоришь, в постсоветских государствах это или 50, или 40, или 60, или 70%. Это не бизнес. Это подобие бизнеса. Бизнес не делается так. Не бывает успешных ресторанов государственных, кафе. Слушай, а ведь точно, я сейчас только был, это столовки Не- были Не государственные бывает. раньше, помнишь? Не бывает. Да. А сейчас нет Не ничего. бывает, да, не бывает. Не бывает. Знаете, у нас на аутсорсинге столовые. Мгм. Я люблю приходить сначала в столовую на обед, да, потом там кушать. Почему? Потому что если ты кушаешь в столовой в этой, да, в рабочей столовой, там всегда нормальное меню будет, нормально расценки будут. Если ты перестал кушать, все, там могут куча отчетов, почему не так. Ну, тем Я не- смотрю, ты свою шкуру, как это, всегда в огонь обязательно. ставишь, и это по Талебу, как Насим Талеб утверждал, да? Если шкура у предпринимателя в огне, Да. то все будет нормально. чувствоваться и вовремя Так делаться. я спрашиваю и говорю, слушайте, сколько вас здесь работает? У нас работает 8 человек. А сколько вы людей кормите? М. Ну, тетушка такая, сбитая, накрывает на стол, окей, мы берем. Мы кормим 1000 с лишним рабочих. Я говорю, подождите, как так? Представляете, 8 человек кормит 1000 с лишним человек. Если это был бы BI, М. компания наша, да, то это было 28 человек кормило бы, правильно? Если это государство, это 78 человек кормило, это 1200, и все было бы обосновано. Да. Вопрос о чем? Штат, организация. Бухгалтер, нормативы. аудит и так далее, и так далее. Так вот, задача государства, чтобы налогов было больше, и это налоги потом правильно распоряжаться. И если во главе стоит так, то... Но вот один политик, российский политик, мы сейчас, чтобы ближе примеры были, сказала, не бывает народных денег, бывает государевые деньги, государственные деньги. Госпожа Матвиенко сказала. М. О чем, ребята, мы говорим? О чем речь? А все остальные что? Холопы? Сейчас к любимым. Давайте о моим темам, любимом лучше любимым не темам. будем. Да, любимые это социальные проекты и наш с тобой способ влияния на мир и чтобы сделать мир лучше. Социальные проекты. У тебя есть удивительный проект «Дом мамы». Да, удивительный. Смотри. Любимый. Просто вот давай вкратце о Да. нем скажи, и Да. что ты чувствуешь, чем ты наполняешь себя, вот, чем ты наполняешься от этого проекта. Да,
вот недавно прочитал, что дофамины, гормоны счастья выделяются, когда ты занимаешься спортом и когда ты делаешь благие дела. Мы давно занимались благотворительностью, но всегда помогали детским домам. Ну, детский дом, там, что мы обычно, да, там, вкусности, сладости, ремонт сделаем. Мы строительная компания, там, помогали детским домам. Но получалось так, что вот корень, вопрос не в помощи же сиротам. В чем вообще проблема сиротства? Почему бросают детей? Как обычно, первородка. Приехала студентка первого курса, второго, ее родители отправили, понимаешь, учиться или поработать приехала с деревни там, или из другого города, да, а здесь несчастная любовь, парень ушел, и все, разбирайся сама. И она попадает, рожает, потому что, ну, она совсем, 17-18 лет, это как правило. И у нее это не ребенок для нее, это кусок проблем. Сори за жесткость, да, но это вот клубок проблем. Мы стали помогать таким мамашам оставаться своими детьми. 8 лет назад мы попробовали открыть первый дом мамы. Опять же, никакой капитализации. Просто сняли на кране стоящий коттедж, где можно разместить 10-12 мамочек. Первый раз, когда поехали в дом, приехали как раз 2 первородки, классика жанра, в роддоме. Им говорили, ну, отказную зачем? Ну, ситуация сейчас такая. Я потом обязательно ее найду, заберу, когда жизнь наладится. Мы говорим, так, стоп. Питание есть, кровь есть. Через год потом режешь. Через 3 недели, после того, как она покормила грудью 3 недели ребенка, она в ужасе от того, что она могла отказаться. 3 недели всего лишь. Ребенок — это чудо чудесное. Ребенок — это просто счастье. И, конечно, все мысли о аборте, обо всем это пропадает. И знаете, что случилось? За 8 лет количество сирот в Казахстане уменьшилось в 2 раза. 5000 сирот сейчас в Казахстане. Все, кто за малышней стояли, нету, просто перестали поступать в детские дома дети маленькие. И мы перевернули саму систему. Друзья, которые поддержали, все счастливы. Бизнесмены, каждый, бюджет небольшой, каждый держит в районе 100-120 тысяч долларов годовой бюджет дома. Почему? Потому что это не курорт. Девочки сами стирают, все это делают, все, мы их обучаем. Они получают 2-3 образования, то есть и бухгалтерию, и компьютерную, и так далее. То есть за год у них несколько тренингов, и они выходят оттуда уже боевыми. То есть они адаптируются, самооценка. Они не изгои общества. Мы соединяем их с семьями, они набираются смелости, говорят своей маме наконец-то, своей тете говорят, их забирают оттуда. И мы сделали такую модель, которая помогла сейчас. Молодец, молодец, большое дело делает. И я так думаю, еще 5-10 лет мы схлопнем практически. Сейчас 35-40% заполняем из детских домов в Казахстане. Будет 20, мы закроем все детские дома в Казахстане. Друзья мои, это тот случай, когда один конкретный человек, вот один решил закрыть все детские дома. Вот таким элегантным способом. С нашими бизнесменами. Да, я не знаю, у меня вот мурашки от этого проекта. Ты мне дай там реквизиты, я хочу там 100 тысяч долларов послать, чтобы вот присоединиться, потому что я не могу пройти мимо. Это невероятно. Это невероятно элегантный способ просто решать реальную социальную проблему. И очень красиво. И вот невероятно. Спасибо тебе за такую инициативу и за такую реализацию. Все, с меня, соответственно, вклад. Хорошо, у вас с супругой 7 детей. Да. Свои, приемные. Видишь, ты по всем фронтам действуешь. Расскажи про это, потому что многие люди, может быть, тоже для себя это рассматривают, а может быть, пока не рассматривают. Что произошло, почему у вас оказались приемные дети? У нас в семье 4 детей. Посчастливилось у нас двойня, мальчик, девочка, посередке старший сын. И младшая дочка была именно вот сейчас уже 5-й год идет, когда мы приняли новеньких детей, мы так называли, первые несколько дней. Вот. И получилось так, что у нас дочке 4 годика, 3 годика, годик, и мы всегда параллельно, супруга занималась детскими домами, ходили, смотрели дом малютки, как тяжело там детям, как они психологически ранятся. Сложно в таких условиях казенных, в 3-этажном бывшей школы жить.
и нормальная психика, это сложно, дети. И каждый день знать, что у тебя нет родителей. Да, есть, у тебя и нет. все. И знаете, мы говорим, давай с супругой, давай хотя бы одному ребенку усыновим, одному ребенку дадим другую траекторию жизни, жизнь спасем. Но к этому мы зрели 3 года. И в какой-то момент супруга говорит, знаешь, нам же скоро 45, а закон после 45 не можешь усыновлять. Ну, то есть возрастной ценз там получается. Так было, но мы сейчас вот постарались, сейчас расширяем этот ценз. И да, давай попробуем, потому что мы столько всего делаем, ну, хорошо. И пошли посмотреть девочку. Сказали, 2 девочки есть, хорошо. Пока мы ехали до детского дома, говорят, знаете, одну девочку, оказывается, там усыновили, другая девочка есть. Хорошо, мы пока приехали, потом говорят, знаете, говорят, ошибка вышла. Говорят, у этой девочки есть братик и сестра. Мы говорим, мы не совсем готовы. Мы так девочки, там, в 1, 4 годика, 5 лет, маленькая девочка, да, для того, чтобы, ну, господи, заходит 2 девочки, одна с такими бантиками, младшая, старшая с такими бантиками. И пацанчик, чубчик такой, знаете, он такой чубчик. 8 лет заходят, садятся, аккуратно пришли, сели. Мы понимаем, что они уже проинструктированы, что надо, сейчас я их буду смотреть, и надо себя вести правильно. И они садятся, будете вот это, будете вот стол, будете шоколадку, будете, не-не-не, ничего не надо. А будете, не-не-не, может сок, может яблоко, не-не-не, спасибо. Ровно, аккуратно, руки на коленке, все хорошо. Да, а дети вы как, что, мы начинаем расспрашивать, мы сами в шоке. Жена сидит, уже рыдает. Я говорю, да успокойся, ты что? Ну как так можно детей выбирать? Это как, что? Мы сидим, у меня самое... Я говорю, что, как? Спрашиваю у мальчика. Ты что любишь? Футбол. А какая команда тебе выше? Я за Барселону болею. Да ты что? Да ты что? И вот начинаем. А как учишься? А 5? Я так смотрю. Да, старшая. А ты как? Отличница. И воспитатель говорит, да, они отличники. Я говорю, интересно, а как, что, да. А что вы увлекаетесь? Я пою. Да, и воспитательница. Рыбаков, видимо, растрогался, смотрю, он у него то ли слезы вытирает, то ли что-то он сидит, трется. Говорит, ну-ка спой. А мы с этой жесткости, да как спой? Здесь. Она встает и начинает петь. А ему мальчик, а ну-ка стихотворение сказал. Он встает и начинает стихотворение. Мы понимаем в той ситуации, что дети в детских домах хотят понравиться будущим родителям. И они делают все, что им говорят. Вот это все это для нас было просто... Мы не понимали. Мы же люди, мы все же люди. У нас сердце. И говорим, хорошо, все, мы потом давайте, дети, мы уходим. Жена ревет. Я все равно им буду помогать всю жизнь, что как дети, что как можно таких детей было оставить, как можно было бросить таких людей. У меня у самого домой приезжаем, отец говорит, что, где? А нас ждут. Они все думали, что мы приведем дочку уже. Мы поехали, говорим. Где? Мы говорим, ну там такая ситуация, что там... Отец говорит, сколько мальчику лет? 8. Ой, пропадет пацан. Я говорю, да, я понимаю, пропадет пацан. А дочки? А это? И вот это мы всей семьей, мы до ночью уже, говорит, все, забираем утром завтра. Забираем утром всех 3, неважно сколько, как, забираем, забираем, и поехали, забрали всех 3. И сейчас не представляем себе семью другой, не представляем, как, что. Наши дети приняли, то есть это было, не знаю, чудо чудесное, когда старшая дочь, она же у нас, старшая дочь, как, это же она любимица. Пожалуйста, все, что подарки, все ей в первую очередь. А когда я принес 2 маленьких подарочка, и говорю, вот, пожалуйста, моя дочь... Через месяц, 8 марта, она всегда, вау, это мое. А здесь, хочешь выбрать? Она дала выбрать своей сестренке, новенькой выбрать. Она берет и выбирает то, что нравилось. Я вижу по глазам. Там было 2 сердечка маленьких.
розовенькая и голубенькая. А он мне говорит, а я голубенькую возьму, хорошо. Берет. То есть это я узнал своих детей с другой стороны. И я такое счастье. Потому что единственный, наверное, говорит, путь к бессмертию — это дети. У меня были еще несколько вопросов, но мне кажется, больше вопросов не осталось, и ты на самый главный вопрос тоже дал ответ. Возможно, мы все живем для чего-то главного, Да. что узнаем. Никогда начинаем деньги зарабатывать, Нет. никогда начинаем в бизнес инвестировать. Может, кто-то в яхты инвестирует, Да. может быть. Но потом мы все приходим вот в эту точку, когда понимаем, что есть что-то гораздо более важное. Да, жизнь. Да. И ты сейчас об этом рассказал. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо, Игорь. Спасибо. Так что, ребят, вот такой вот видос получился, посмотрели с вами вместе. Вот. Хочу поблагодарить вас, кто досмотрел, кто досмотрел до конца. Так что, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, задавайте обязательно в комментариях. С вами был я, Оскар Инк. По традиции, лайк ставим. До новых встреч.